Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю довольно знаковую машину. Это автокран Краз, и эта машина довольно необычна и интересна. И давайте вместе со мной построим эту яркую строительную технику. Поехали! Итак, передо мной кран на базе Краза 257 и интересная коробка. Во-первых, этот набор уже когда-то выходил у АВД, и они обновили и дизайн, и немножко содержимое коробки. В дизайне у нас кран теперь находится на фоне некоторой достопримечательности. Я так понимаю, это что-то из Южной Америки. Нам напоминает об этом флаг либо Колумбии, либо Эквадора, если я правильно определила этот флаг. И, скорее всего, это какой-то центральный музей, либо же театр, потому что это довольно современное строение и чем-то напоминает древнюю культуру Южной Америки по своей архитектуре, такой пирамидки. Купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Как-то его занесло в Южную Америку. Ну, давайте теперь посмотрим с обратной стороны. Здесь у АВД представлены другие наборы, другие варианты кранов. И тут несколько кранов на базе МАЗа. И, кстати, по-моему, 500-й даже ни разу не выходил у АВД. Этот кран на более современном кразе из 90-х годов. И тут тоже довольно интересный задний вид. Этот кран на базе Zilla 133 GE я собирала. И, кстати, вы можете найти видео об этом кране на моем канале. Ну и Татры. Татры — это тоже сейчас у АВД перевыпуск лет 5-7 назад. Они выходили в первый раз. Так что, видимо, раз в 5 лет АВД перевыпускает свои наборы. Больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. И, собственно, то, что изменилось с предыдущей версии, это появились в инструкции схемы окраски. Их 3 варианта. Давайте посмотрим на первый вариант. Это вариант, при котором кабина красится в такой бежевый цвет и желтый кран. И тут предлагают нам краски от Мачете. У меня, кстати, в коллекции есть несколько из них. И вот, собственно, такой бежевый цвет. Это по индексу G8026. И этот цвет называется Flash Beige. И он глянцевый, светло-бежевый цвет. Так что действительно очень похож на то, что используется в автомобильной промышленности. Наверное, и современной, но и в советское время тоже. Ну а в качестве желтого крана нам предлагают использовать цвет с индексом G8018. И это вот такой вот желтый цвет. Довольно яркий. Ну, наверное, действительно, да. Он то, что и нужно. Собственно, этот кран, тут, правда, не указана эпоха. Я так понимаю, это, судя по номерам, современный кран, который колесит по 36-му региону Российской Федерации. Также нам предлагают собрать зеленый вариант. Видимо, это такой намек на военный экран на базе Краза. Тут в качестве декалей нам предлагают использовать все те же декали номера, но можно пофантазировать и придумать свою версию. И в качестве зеленого используется цвет G8007. Это 4БО хаки. Действительно очень хороший цвет. Я бы чуть-чуть сделала капельку черненького в него. Вот. И третий вариант, это тоже кабина цвета хаки. Мне кажется, это самый распространенный вариант. И желтый кран, который действительно часто можно было увидеть в дорогах Советского Союза. И, кстати, желтый тут предлагают использовать немножко другого индекса. Он более теплый, такой икарусный желтый по наименованию.
Так что давайте сначала соберем, а потом окрасим. Поехали. Собственно, за кадром я сделала несколько подсборок. Это шасси. Тут такая металлическая рама, колеса, которые двигаются, рулевая балка, имитация двигателя, раздаточной коробки. Довольно мощные мосты тут изображены, но в реале, наверное, так оно и есть. И платформа крана, рабочая платформа. Собственно, я их собрала и уже приклеила на свое место. Эта деталь будет полностью черная, соответственно, это первая моя подсборка. Следующая подсборка — это внутренности кабины. Тут надо было приклеить просто 2 сиденья, руль и торпеду. И, соответственно, я тоже буду ее красить отдельно и вручную окрашу потом сиденье. Крылья. Это, может быть, целая единая деталь. Вот сама кабина, тоже металлическая, и с 2 деталями зеркал. Чуть-чуть ее немножко подшкурю, и она идет тоже в окраску отдельно. Ну, крылья можно уже поставить, я думаю, крылья в цвет. Так что, видите, тут штырьки, отверстия попадают, и все собрано. В принципе, даже на этапе покраски можно даже не склеивать. И, собственно, сама установка крана идет в покраску вот в таком виде, будет желтого цвета. Отдельный челлендж потом, после уже сборки окрашенных деталей, будет натянуть тросик самого крана. Ну, я вам покажу попозже. Начиная окраску, и первым шагом я наношу грунтовку на шасси и на кабину. Отнюдь не шуткой был сделан огромный вклад КрАЗа в развитие СССР. В январе 1971 года завод наградили орденом Ленина за досрочное выполнение планов пятилетки и успешную разработку новых моделей. Черным глянцевым цветом от Мачете я окрашиваю шасси, а темно-зеленым я окрашу кабину. И тем же цветом, но с добавлением желтого, я немного высветлю верхнюю часть. К 1972 году завод экспортировал грузовики в 40 стран и обеспечил работой 16 тысяч человек. КрАЗ построил 300-тысячную машину в августе 1977 года, КрАЗ-255Б. В том же году он внедрил последнюю модификацию грузовика, которые были в работе с 1959 года. Перехожу к ручным работам, и алюминиевым цветом я окрашу двигатель и коробку передач. В социалистическом мире у КрАЗа был лишь один реальный конкурент от авторитетной чешской компании Татра, и в период с 1959 года по 1971 Татра выпускала 12-тонный Т-138. Желтым цветом из аэрографа я окрашу крановую установку. К 1979 году КрАЗ достиг одного из самых высоких уровней производительности в советском автопроме – 1,66 автомобиля на работника. За исключением вынужденной поддержки кабин с деревянными рамами, признаков застоя на автокразе не наблюдалось. Тут работало 26 200 человек, из них 17 800 на головном предприятии в Кременчуке. Завод работал на полную мощность и не мог полностью удовлетворить спрос на самосвалы по всему СССР. Теперь кисточкой и черным цветом я окрашу сиденье и приборную панель крановой установки. Металлическим цветом я окрашу внутреннюю поверхность крановых блоков. Добавлю немножко следов эксплуатации при помощи губки и коричневой краски и нанесу несколько маленьких сколов. При условии дополнительного финансирования стране даже бы удалось избежать необходимости импортировать 10 тысяч немецких «Магирус» в середине 70-х годов для строительства Байкало-Амурской магистрали в Сибири. Впрочем, немецкие машины имели воздушное охлаждение, что являлось преимуществом при работе на севере России. А все построенные КрАЗы легко нашли своих потребителей в других уголках огромного СССР. Кистью я окрашу зеркала заднего вида акриловой краской. А теперь я приступаю к масляной краске. На этих кадрах я объединяю прием смывки и масляных точек в один. И при помощи масла я аккуратно наношу разные пятна краски и аккуратно растушевываю их white-спиритом, заодно обрабатывая углубление модели. Более того, наращивание объемов производства КрАЗа для выпуска за пару лет дополнительных 10 тысяч грузовиков, а именно столько требовалось для строительства магистрали, легло бы бременем на лучших инженеров и промышленников страны. И даже с устаревшим модельным рядом, простотой и абсолютной выносливостью машин КрАЗ
Они оставались актуальными за рубежом и экспортировались в 55 стран. Заводу, похоже, удалось добраться туда, куда другие просто не могли. Езда на красе, даже не самая экстремальная, представляла собой необычайно шумное и некомфортное испытание. Известный советский фильм 1977 года «Мимино» показывал историю сельского пилота вертолета, мечтавшего прославиться и полететь на самолете Ту из Москвы. И в одной из сцен герой встречается с водителем грузовика, и они вдвоем отправляются в поездку на оранжевом КРАС-256П, полную веселья и хаоса. Голоса пришлось впоследствии дублировать, потому что оригинальный диалог невозможно было расслышать из-за рева КРАСа, а его низкая максимальная скорость еще больше снизила популярность модели среди водителей дальних рейсов. Им приходилось проводить больше времени за рулем со всем сопряженным дискомфортом, а в популярной шутке тех лет, что нужен не только новый КРАС, но и новый водитель для него. И приступая к самому сложному этапу работы над моделью, я натягиваю трос крановой установки. И вместо нитей, которые шли в комплекте, я буду использовать металлическую проволоку для бисероплетения. Мотор рычит, как грозный зверь. Асфальт дрожит под его весом. Крас пронзает ночь и день с яростным смехом. Колеса катят по трассе гладкой, искры вокруг сверкают в такт. Труды и мужество, не зная слабки, во мгле ночной отражают факт. Огромный крас, наш мощный друг, силами талии в сердцах он проложит путь среди бед и круг, сверкает огоньками в темных глазах. Горят фары, как волка глаза. Путь впереди, препятствий нет. Отважный крас везет мечты всегда. В холод, дождь и малом свет. Сквозь снег и лед, ломая путь, всегда вперед. Назад не шагу, дорогам новым не свернуть. Могучий крас всегда готов к яростному спору. Приступаю к установке декалей и перевожу их на свои места. В сердцах он проложит путь среди бед и круг, сверкает огоньками в темных глазах. И вот такая интересная техника у меня получилась. И он получился у меня довольно чистенький, хоть он и строительный трудяга. И получился он довольно узнаваемым благодаря своей зеленой кабине и желтой надстройке. И надеюсь, это видео вдохновило вас на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока. Сквозь снег и лед, ломая путь, всегда вперед. Назад ни шагу, препятствий нет, везет мечты всегда. В холод, дождь и малом свет. Сквозь снег и лед, ломая путь, всегда вперед. Назад ни шагу, впереди препятствий нет. Отважный крас везет мечты всегда. В холод, дождь и молот, дождь и молот, дождь и молот, в полуспев. Огромный крас, наш мощный